wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit. A stupid myth, you choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord. Всем привет, меня зовут Ева, я психолог-психотерапевт, и я рада вас видеть на своем канале. Здесь могла бы быть моя история успеха с дисциплиной, но сегодня это не так. У меня есть идеальный пример системного, дисциплинированного, организованного человека, и это мой парень Саша. Он занимается в зале на протяжении 10 лет. Сколько? Кто может лучше иллюстрировать пример такого человека? И знаете, есть люди, которые не прилагают особых усилий для того, чтобы добиться результатов. То есть они просто сами по себе являются системными людьми, структурными людьми. Это их суть. То есть они понимают, для того, чтобы добиться вот этого результата, мне нужно сделать вот это действие. Окей, я сделаю, если надо. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. И, соответственно, достигают вершин в своих делах. Но правда в том, что я совершенно не такой человек. Я больше про спонтанность, творчество, вдохновение. То есть я редко, когда делаю что-то, вот просто потому что надо. Это установка, которой меня пичкали в детстве, и я так дистанцируюсь от этого подхода, мне так сильно не хочется прикасаться к этой модели поведения, и поэтому как-то это пока что со мной не работает. И, соответственно, мне стало интересно, как можно подойти к дисциплине более ласковым путем, то есть с позиции любви к себе, а не такого строгого подхода. И поэтому я задумалась, как сделать дисциплину простой привычкой. И сейчас мы об этом с вами поговорим. Первый способ – это топливо зла, как я его называю, то есть делать кому-то назло. Знаете, прям думать в спортзале про какого-то человека, на которого ты злишься, и эту энергию злости преобразовывать в такую силу. Но все бы ничего. Однако ждет полнейшее разочарование, потому что, скорее всего, в конце вы обнаружите, что все те заслуги, все ваши достижения, которые вы делаете, это не ваши достижения, а другого человека. Вы начнете обесценивать свою победу, которая недавно казалась такой сильной, такой важной для вас. Но в конце убедитесь, что это не ваша победа, а того человека, которому вы так рьяно доказывали свою правоту. Потому что, если по-честному, вы наделили этого человека огромной, большой властью. И сами от этого разозлились, и потом еще и сами разочаровались. То есть это игра, в которую вы играли сами с собой, еще и остались в конце недовольными. Для кого-то, безусловно, работает этот метод, но нужно понимать, что он работает не на долгосрочную перспективу. Где-то точечно, да, его можно применить, если это не что-то такое большое, долгое, системное. Проще ответить на вопрос себе, я это делаю ради кого? Ради другого, которому на самом деле на меня плевать и все равно? Или ради себя, для своего результата, для достижения своих собственных целей и понимания того, что я никому ничего не должен, мне никто ничего не должен, и почему вдруг я должен злиться на другого человека и доказывать ему свою правоту. Ведь это же абсурд. Поэтому подумайте несколько раз перед таким способом достижения целей. Ведь есть множество других, которые более экологичные и приятные. Второй способ – это не ждать результата. Возможно, покажется странным,
но на самом деле очень важно кайфовать и получать искреннее удовольствие от самого пути, а не от конечной точки, которая пока что так далеко и так иллюзорна. То есть это как мираж, который мы видим где-то вдалеке, но еще пока что непонятно, сколько нам шагов еще нужно проделать и какой ценой. Вот что самое главное. И мы привыкли противопоставлять дисциплину и то, что нам нравится. И в этом как-то скрыто много проблем, потому что важно помирить эти две части, потому что, по сути, это должно быть одним и тем же. Ведь если это цель, к которой вы стремитесь, по идее, вам должно нравиться идти по этому пути, зная, что я достигну вот этой цели в конце. И, соответственно, если у вас не вызывает такие чувства ваша цель, стоит себя спросить, моя ли это цель, или я просто посмотрел красивые фотки в Инстаграме разных качков и тоже захотел стать таким. Вот видите, к какой бы теме мы ни обратились, всегда нужно спрашивать себя, моя ли это цель, хочу ли я добиться результата в конкретно этом направлении, мое ли это направление, потому что очень легко можно спутать свои какие-то мечты от мечт других людей. И поэтому главная рекомендация в данном случае — это получать удовольствие от того, что вы делаете. То есть буквально каждый день своего пути спрашивать себя, так, окей, я иду в зал для чего и для кого? Для себя, потому что мне это нужно и нравится, и я хочу достигнуть вот такого успеха, либо же потому что я, не знаю, злюсь на кого-то, потому что я хочу доказать кому-то, что я лучше, я хочу, чтобы меня выбрала вот эта девушка и так далее, и так далее. Поэтому задавайте себе как можно больше вопросов, потому что наша психика привыкла их игнорировать и дистанцироваться от них для того, чтобы делать действия, экономя свою энергию, а не наоборот идти в неизвестное и быть честным самим собой. Если ответ все-таки утвердительный, если да, я это делаю ради себя, тогда стоит просто делать это действие, не думать про результат и вот просто пошагово выполнять, не обдумывая, вот прям вообще забыть, что этот результат существует. Это как я сегодня выложила Reels, и меня всегда очень демотивирует, когда я не вижу какой-то обратной связи, лайков, комментариев, и я каждый раз от этого сливаюсь. Всем привет, на канале Лайк ТВ Шоу, меня зовут Алина. И сейчас я только что вернулась с фан-встречи, но, к сожалению, никто не пришел. Я очень расстроилась, потому что в комментариях мне писали больше 20 человек, что они придут. Я ждала там полчаса, и никто не пришел. Я везде искала по парку, никого не было. Пожалуйста, не обманывайте меня больше так. Сейчас очень-очень сильно расстроилась. И в этот раз я решила, так, я выложу этот Reels, я уберу телефон на несколько часов для того, чтобы не расстраиваться. Я так и сделала, и вот сейчас уже вечер, и нормально себя чувствую. Пока еще не знаю, кто меня лайкнул и сколько там комментариев под моим постом. В общем, нужно вникнуть в процесс, плюс убрать важность этого дела. Как бы странно и парадоксально это не звучало. И это следующий, третий пункт. Вот просто осознайте, если вы сорветесь с правильного питания, с диеты, если вы не выполните какое-то задание, мир никак не поменяется. Если вы будете, утрирую, полным неудачником, неудачницей, у вас ничего не будет получаться, вы никогда не станете дисциплинированным человеком, мир не рухнет. Вы как-то тоже будете жить, скорее всего, как и сейчас. Если вас беспокоит эта проблема, соответственно, вы сейчас уже или еще не дисциплинированный человек, но как-то вы с этим обойдетесь и будете жить дальше. Соответственно, если вы и не станете таковым, вы просто будете иметь тот результат, который есть сейчас. И, соответственно, если худшее, что может произойти, это то, что происходит сейчас, стоит ли бояться и трястись над этим результатом и просто делать вид, что я рискую всеми привычками для того, чтобы его достигнуть?
Но, скорее всего, либо произойдет ничего, и вы также будете вести свой образ жизни, как и сейчас, либо же вы улучшите свое качество жизни, ваша дисциплина возрастет, у вас будут новые привычки и, соответственно, новое состояние и так далее, и так далее. Вот и все. И поэтому стоит просто поговорить с собой в этот момент, хочу ли я стать новым человеком, нужно ли мне это действие. То есть просто буквально понять, что не сделаю, окей, ничего критичного не случится. И на самом деле у всех, у кого проблема с дисциплиной, у всех людей проблема с их взрослой частью. И поэтому, что я рекомендую делать своим клиентам, и вам в том числе, это вот перед каким-то важным действием, которое вы подразумеваете, вас приведет к лучшему состоянию дисциплины, перед ним вот просто сесть, ничего не делать, не брать телефон, никак не отвлекаться. То есть, например, вам важно съесть там полезную еду. Я буду часто возвращаться к этому примеру сегодня, потому что он довольно показательный. Вот смотрите на конфету и смотрите на, не знаю, овсяный блин, например. Я люблю этот завтрак. И просто разговаривайте с собой. Я могу сейчас есть эту конфету. Хорошо, что будет дальше? Почувствую ли я удовлетворение? Насколько долгим будет это удовлетворение? Хватит ли мне его? Или я больше получу удовольствие, если я съем что-то сытное в начале дня, и меня это больше удовлетворит, и я буду доволен собой, как минимум от вкусовых ощущений, что это правда, на самом деле это вкусно. Это меня насытит больше, чем эта конфета, и я выполню свою цель. То есть это маленький шажок, который меня приведет к моей цели. Можно подкреплять это научной основой и исследованиями для того, чтобы больше было аргументов в сторону полезного питания, чтобы легче было себя уговорить. Тем более, что исследования показывают, что те люди, которые выбирают долгосрочные удовольствия и удовлетворение своих потребностей, они добиваются намного больших успехов, чем те, которые выбирают удовольствие здесь и сейчас. Как этот эксперимент с зефиркой, если знаете. Поисследуйте эту взрослую часть со своим психотерапевтом или самостоятельно, потому что, скорее всего, вы пока что не понимаете, как устроен мир взрослых, и где-то инфантильно себя ведете, эмоционально пока что незрелы или финансово еще не устоялись. То есть где-то в этих моментах что-то проседает. Нет фигуры родителя, которая скажет вам: ай-яй-яй-яй, мы же с тобой договаривались. Как тебе не стыдно? Ее больше нет, ура! Теперь эта фигура, это можете быть только вы, то есть ваша привычка с собой разговаривать. И если до сих пор этот персонаж с вами, избавляйтесь от него. Он ненужный, он только худшее запускает в нас и отдаляет нас от себя, от того, чтобы быть в жизни счастливым и добиваться своих результатов. И тогда нет стыда, нет вины, нет разочарования за свой поступок. Есть просто действие и результат. Действие, результат. Не подходит такой результат, значит, нужно поменять действие. Все очень-очень просто. Вот мы себя пытаемся уговорить, хотя это настолько просто, вот вдумайтесь в это. Но мы почему-то вот смотрим какое-то кино в своей голове и убеждаем себя постоянно. Нам приходится напоминать себе, что нужно отказываться от сладкого, нужно отказываться от этой калорийной еды и так далее. Хотя, можешь не отказываться, просто будешь такой же результат иметь. Как тебе это? То есть остаетесь только вы с самим собой. Вот прям представьте, вы разговариваете с собой, со своей взрослой частью и говорите: дружок, ты вообще как? Тебе это надо? Или мы сейчас просто совершаем насилие над собой, и ты действительно хочешь поесть сладкого, расслабиться, ни о чем не думать. Тебе это нужно или нет? Вот прям по-честному. Прям вот если никого нет в мире, никто тебя не осудит, и будешь только ты. Как ты хочешь поступить? Нужно тебе это на самом деле? Или оставим эту затею? Бог с ней. Эти подъемы в 5 утра модные, диета, тренировки в зале, походы к психологу,
что еще там? Ну вот это все. Тебе это нужно или это нужно кому-то другому? И все. То есть вы даете право себе выбирать. И если это ваша цель, которая зажигает в вас улыбку, дарит вам хорошее настроение, мотивирует вас, вы сделаете то, что вам нужно, и не будете себя бесконечно уговаривать и уламывать. Это как, знаете, есть такое выражение в психологии, что не существует лени. И вот здесь то же самое. Если вы этого не делаете, возможно, это просто не то, чего вы хотите. И вот здесь следует копнуть, вот здесь следует подумать. Следующее. Понять, что иметь кубики пресса и ходить голодным весь день, все дни, да, если мы говорим про кубики пресса, это не один день. Это одно и то же. Жестокая штука, скажите. Но это так и есть. Это одна медаль. И если вас не устраивает правдивая часть в том, чтобы ходить голодным весь день, тренироваться 2-3 раза в неделю, ну вот голод — это намного более, мне кажется, труднее выдержать, чем тренировки. Тренируется много людей, но мало кто достигает результата, просто потому что большой процент — это питание. И вот просто поймите в своей голове, что это одно и то же. И когда вы рассматриваете цель, думайте не только про саму цель и результат, вот я хочу это, но рассматривайте цену. И вот следующая рекомендация — это смотреть на цену. Например, поход к психотерапевту. Очень сложно некоторым клиентам выдержать период сопротивления, регрессии, отката, понимания того, что жизнь очень сложная штука в некоторых моментах, и мы можем испытывать большое количество бессилия. У нас мало контроля в жизни, и это данность. Смерть — это данность. И мы ничего не можем с этим сделать. И многие люди питаются иллюзией, что ну как это так? Пытаются как-то компенсировать это, какие-то достижения. Это как наркотик для них. Правдивая часть жизни в том, что мы испытываем растерянность и непонимание буквально каждый день. И это норма, это само собой разумеющееся. Другой пример — изучение языка. Возьмем английский. Не все студенты выдерживают ощущение, что им нужно знать намного больше, чем они знают сейчас, в разы больше. И вот этот страх их парализует, и они не готовы идти дальше, они сливаются и перестают изучать язык вообще. Такое бывает довольно часто. И поэтому вот куда бы мы ни посмотрели, везде нужна какая-то система, порядок. И самое главное — это долгосрочность. То есть иногда даже не важно, о чем мы говорим, нужно просто делать поступательные движения в одну и ту же точку, вот биться, пока не добьемся того результата, который нам нужен. А бывает такое, что мы уже и добьемся, а нам этого недостаточно, мы хотим еще и еще и еще. Снова-таки так устроен человек, и это нормально. Просто важно эти цели фильтровать. И если вас не устраивает вот эта часть с голодом, откатом и страхом перед большим, лучше сразу отказаться. Это будет хотя бы честно. И каждый раз, выбирая новую цель, рассматривать ее цену. Снова-таки пример. Сегодня у меня почему-то много примеров. Ну, для наглядности. Как и в более примитивных моментах. Вот, видите, iPhone продается. У него цена, я не знаю, условно говоря, $1000. Человек, который работает в каком-то магазине продавцом-консультантом, смотрит на эту цену $1000. Хорошо. Для него эта сумма будет совершенно другой, чем для какого-то бизнесмена, который в день зарабатывает эту $1000. Этот продавец-консультант только, не знаю, с помощью того, что он откладывает деньги, сможет себе позволить этот телефон. То есть это совершенно две разные суммы для этих людей.
И стоит смотреть на свои часы работы, вот сколько я работаю для того, чтобы получить эту покупку. И таким образом более-менее адекватно оценить свои способности, готов ли я платить за это. Следующее, 5. Геймифицировать процесс. Поиграйте в того человека, кто уже имеет тот результат, который вам нужен. Как дети играют в принцесс или в супергероев. Играйте в лучшего фитнес-тренера в стране, с кем все мечтают потренироваться и поговорить про то, как наращивать массу. Таким образом, мозгу намного проще перестать сопротивляться, и он как бы понимает, что стоп, раз это не я, раз мы просто играем, моделируем какую-то ситуацию, значит, можно быть любым. Я могу и попробовать что угодно, и, соответственно, меня не сильно будет затягивать в сторону прошлых привычек, и мне будет легче. Возможно, этот подход не для долгосрочной перспективы, но он вас хорошо заинтересует и бустанет. Это, как знаете, у меня есть пример, я своей подруге, которая приезжала в Николаев во время активных действий там, советовала представить, поиграть в игру, будто бы она спецагент, и она на задании. То есть она герой крутого боевика. И ей нужно просто продержаться на этом задании. То есть это план. Все то, что происходит, это не случайность. Это план, это ее задание, это ее работа. И, насколько я знаю, ей очень помогло, и ей понравилась эта идея. В неадекватных условиях неадекватная или игровая форма для того, чтобы ассимилировать этот опыт. Следующее. Вам нужно сделать так, чтобы выполнение этого действия было легче, то есть вам проще это сделать, чем не сделать. И именно это будет служить сигналом того, что вы заработали себе привычку. Как с чисткой зубов. То есть, да, возможно, вам нужно какое-то время настроиться. Так, надо опять чистить зубы. И вы это еще делаете каждый день, но все равно, просто я беру по себе. Я все равно себя 2 раза в день заставляю это сделать, хотя мне лень, мне не хочется. Но я не могу лечь и не почистить зубы, в каком бы состоянии я ни была. И я себя заставляю, но если брать все задачи на день, эта задача занимает, может быть, 2% моей ресурсоемкости. И вот именно так должно быть с привычками, которые имеют для нас значение. Снова беру в пример Сашу, который ходит на тренировки 3 раза в неделю, без исключения. Если он пропускает 1 день, он его отрабатывает на выходных. И в целом, если он планирует день, вот сразу в этом окошке есть тренировка. То есть он планирует день, понимая, что вот эти часы, он просто не может их убрать. Да, бывают какие-то дела, но точно они где-то добавятся, соответственно. Или если вас пригласили в ресторан, и вы понимаете, что, скорее всего, вы там будете объедаться вкусностями, значит, заранее 3 дня нужно ходить в полуголодном или даже в голодном состоянии постоянно, для того, чтобы компенсировать профицит калорий, который вы получите в этот день. И, скорее всего, и вкусности будут для вас намного вкуснее, чем если вы будете объедаться каждый день. Ну что, ребят, это все. Я в шоке, если честно, как быстро пролетело время. Мне понравилось, снимать. Очень-очень буду признательна за вашу поддержку, потому что я не слизывала ниоткуда этот материал, я его писала сама. Вот передо мной мой сценарий, от руки написанный, и именно поэтому мне будет особенно важно, если вам понравится это видео и вы меня поддержите. Вот. Подписывайтесь на меня во всех соцсетях. Я была очень рада вас видеть. Не демотивируйте меня и ставьте мне лайки, потому что мне будет очень приятно. Спасибо каждому и увидимся в скором видео. Пока-пока.